Практически все люди один или несколько раз в жизни проходят через сильнейшие стрессы, вызванные изменой любимого человека, либо предательством того, кому вы полностью доверяли, либо банкротством того дела, в которое вы вложили массу энергии, времени и денег, либо неожиданной смертью близкого человека, либо произошло еще какое-то событие, которое нарушило очень важные для вас ожидания. Вы испытали сильнейший стресс. Это ваш организм дал вам сначала энергию, чтобы вы исправили ситуацию. Но когда выяснилось, что ничего уже изменить нельзя, то вы провалились в депрессивное состояние, из которого обычными способами нужно выбираться 2-3 года, а то и больше. Кроме того, в результате стресса в вашем теле образовался большой эмоциональный блок, который заряжен энергиями борьбы с нарушителем ваших ожиданий, то есть с тем человеком, который вам изменил, предал, обманул и так далее. В результате ваше поведение изменилось. Теперь вы можете начать избегать новой любви. Ваш эмоциональный блок защищает вас от повторения переживаний смертельного уровня. Вы начали избегать открытых отношений с людьми, чтобы не нарваться на новое предательство. Вы не идете восстанавливать свой бизнес, поскольку не верите, что он не рухнет еще раз и так далее. Ваша жизнь остановилась. Понятно, что хотелось бы побыстрее вернуться к активной жизни, но самостоятельно сделать это обычно не получается. Почему? Потому что у людей, переживших сильный стресс, нет жизненной энергии, чтобы приложить ее для изменения своего состояния. Им плохо, но у них нет сил что-то сделать. Они могут только просить сочувствия у близких людей. А сочувствие – это прямая передача жизненных сил от более здорового человека к более ослабленному. Но даже самые близкие люди не могут дать вам столько энергии, чтобы вы быстро восстановились и вернулись к нормальной жизни. Поэтому восстанавливаться после стресса приходится самостоятельно, изыскивая ресурсы внутри себя. Почему вообще возникает депрессивное состояние? Его создает вам ваш же рептильный мозг, чтобы вы не сделали с собой чего-то плохого. Ведь измена, предательство, банкротство – это не те процессы, которые можно изменить на противоположные, приложив энергию и накричав на нарушителя ваших ожиданий. Это на ребенка можно накричать за плохую оценку. Он вас испугается и начнет учиться лучше. А на того, кто вас предал, изменил, обанкротил и так далее, кричать можно, но бесполезно. Событие уже произошло, и его невозможно отыграть назад. Когда происходит ситуация нарушения очень важных для вас ожиданий, вы испытываете сильнейшее возбуждение. Это ваш рептильный мозг пытается с силой отменить нарушение ваших ожиданий. Но через некоторое время вы понимаете, что менять что-то поздно, все уже произошло. А достаточно агрессивная энергия в вас бурлит и требует применения. Куда вы ее можете направить? Можно, конечно, в порядке получения морального удовлетворения попытаться начистить физиономию предателя или изменника, если, конечно, до нее есть возможность дотянуться. Но этот вариант больше подходит мужчинам. А что делать женщинам? Они даже начистить физиономию изменнику не могут чисто физически. Поскольку возбужденную в теле энергию прикладывать некуда, вы можете направить ее на себя и досрочно уйти из этой гнусной жизни, где вам изменяют или предают самые близкие люди. Чтобы этого не произошло, рептильный мозг резко понижает уровень вашей энергетики, и вы проваливаетесь в состояние, которое называется депрессия. Видимо, в процессе эволюции ни один человек добровольно уходил из жизни, когда нарушались его сверхважные ожидания. Причем, скорее всего, это были люди, в продолжении рода которых эволюция была заинтересована. Поэтому и был выработан механизм отключения энергии на время, когда нарушение очень важных ожиданий воспринимается очень остро. Механизм депрессивного состояния. И из него вы не выходите до тех пор, пока ваше прежнее, очень важное ожидание не станет неважным само собой из-за длительного времени.
У вас сами собой появятся мысли типа предал когда-то, ну и что теперь, всю жизнь из-за этого мучиться? Хватит, пора начинать жить». К сожалению, чтобы такое отношение к произошедшему событию у вас формировалось само собой, естественным путем, вам нужно ждать 2-3 года, а то и больше. Можно ли ускорить этот процесс обесценивания произошедшего события? Чтобы вы могли вернуться из депрессивного состояния в обычное, активное не через несколько лет, а хотя бы через пару-тройку месяцев? Можно, конечно. Давайте разбираться, как это можно сделать. Как вы уже знаете из видео про эмоции, ваше состояние сильного возбуждения возникает у вас в форме вспышки гнева в тот момент, когда вы узнаете, что очень важное для вас ожидание было кем-то нарушено. То есть для вас было очень важно, чтобы ваш любимый был тотально верен вам, а он вам изменил. Или вы очень доверяли какому-то человеку, а он неожиданно сделал так, что у вас возникли крупные неприятности. Выношенный вами в муках бизнес из-за каких-то людей или внешних обстоятельств внезапно рушится и так далее. То есть у вас были очень важные ожидания, они были кем-то нарушены, и вы испытали сильнейший стресс. Эти ваши очень важные ожидания в нашей методике называются идеализациями. То есть идеализация – это очень значимая для вас идея или ожидание, при нарушении которого вы непроизвольно выдаете защитную реакцию. Эти защитные реакции называются негативные эмоции. По форме они действительно неприятные. А по сути это вполне обоснованный с точки зрения эволюции результат действий вашего рептильного мозга по защите ваших интересов. И намерения у вас при этом самые хорошие. Например, когда вы кричите на ребенка, то вы пытаетесь реализовать свои замечательные ожидания, что ему нужно учиться хорошо. Когда начальник ругается на вас, он пытается воплотить в жизнь свое ожидание о том, как вы должны работать и так далее. Намерения у людей всегда позитивные, только способ их реализации не всегда выглядит позитивно. Иногда нарушение идеализации вызывает легкое недовольство, иногда раздражение, а иногда приступ гнева, как в вашем случае. Почему так сильно разнятся уровни вашего реагирования? Это зависит от того, насколько важна для вас ваша идеализация и насколько велик уровень расхождения ваших ожиданий и реальности. Расхождение небольшое, у вас реакция слабая, вы ощущаете недовольство или тревогу, например. Расхождение побольше, реакция посильнее, у вас возникают эмоции раздражения или обиды, например. Расхождение очень большое, вы ощущаете приступ гнева или даже бешенства. В ситуации измены или предательства было очень большое расхождение реальности и ваших ожиданий по этому поводу. Поэтому вы выдали такую сильную защитную реакцию. Вы пытались защитить свою картинку мира, то есть свою идеализацию. Что нужно было изменить в вас заранее, чтобы вы не выдали бы такую сильную реакцию на измену, предательство или потерю бизнеса? Это очевидно. Если бы вы заранее убрали из себя вашу идеализацию, то у рептильного мозга не было бы оснований переводить вас в состояние гнева, а потом в депрессию. То же самое можно сказать и по поводу способа вывода из депрессии. Пока ваша идеализация с вами, ваш рептильный мозг опасается возвращать вам нормальный уровень энергетики. Вы опять можете впасть в буйство, и непонятно, чем это закончится. А значит, чтобы к вам быстро вернулся ваш нормальный уровень энергетики, вам нужно убрать из себя ваши идеализации. А какие именно? Те, которые привели вас к стрессу и последующей депрессии. Обычно эти идеализации хорошо известны. Например, измена – это нарушение идеализации отношений, которое в данном случае заключается в избыточно значимом для вас ожидании верности от любимого человека. Предательство – это тоже проявление идеализации отношений, но в данном случае она заключается в избыточно важном для вас ожидании, что близкий человек никогда не сделает так, чтобы вам стало плохо.
а ему, скорее всего, станет при этом хорошо. Банкротство может стать результатом предательства тех, кому вы доверяли. А эти люди разрушили или увели ваш бизнес. То есть ваша реакция на банкротство – это результат нарушения вашей идеализации отношений. Но так бывает не всегда. Иногда бизнес рушится из-за того, например, что законодатель принял новый закон, который привел к закрытию или разорению вашего бизнеса. В такой ситуации вы обвиняете законодателя в безумии, то есть у вас имеется идеализация разумности поведения людей. А иногда бизнес рушится из-за понижения цен на нефть, например, или из-за очередного экономического кризиса. И в этом никто из людей не виноват. Так сложилась экономическая ситуация. Кому тогда можно предъявлять претензии? К жизни в целом, за ее несправедливость по отношению к вам. Так проявляется идеализация жизни. Если внезапно умирает близкий человек, и вы на годы погружаетесь в состояние горя, что эквивалентно депрессии, то опять же у вас была разрушена идеализация жизни. Вы полагали, что у вас с жизнью налажены хорошие отношения, и вам не стоит ожидать от нее каких-то неприятностей, а она сильно разрушила эти ваши ожидания. Она забрала от вас близкого человека, не согласовав эти действия с вами. То есть идеализация отношений, идеализация разумности людей и идеализация жизни в целом являются основными источниками стрессов, переходящих в депрессию. Возможно, иногда и другие идеализации приводят к сильнейшим по уровню возбуждения реакциям, но значительно реже. Обычно повторяется одно и то же. Как убрать из себя ту идеализацию, нарушение которой повергло вас в депрессию? Для этого вам нужно заложить себе в центр готовых решений, то есть в подсознание, некоторое количество позитивных утверждений, которые будут отменять вашу идеализацию. То есть при идеализации отношений для выхода из депрессии вам нужно заложить в себя команды о том, что отныне вы спокойно и доброжелательно реагируете на любое поведение вашего любимого. Тем самым вы уберете из себя понятие измены. Останется понятие неприемлемого для вас поведения, но нарушение такого ожидания не приведет вас к депрессии, то есть вы быстро выйдете из вашего провального состояния. Или вы можете заложить в себя команды о том, что впредь вы спокойно и доброжелательно реагируете на любое поведение вашего друга или партнера. В итоге ваш рептильный мозг поймет, что он ошибся с такой сильной реакцией на ситуацию, которую вы оценили как предательство, и он восстановит вашу энергетику, то есть ваша депрессия уйдет. Отныне вас нельзя предать, вы готовы к любому развитию событий. Подобную работу по удалению из себя идеализации лучше сделать прямо сейчас. Не стоит ждать, когда они приведут к огромному стрессу, депрессии, сердечному приступу или другим негативным последствиям. Это делается несложно. Для каждой идеализации имеется готовый набор позитивных утверждений, который превращает сверхважную для вас идею в обычную. А при нарушении обычной идеи у вас нет никаких оснований чрезмерно возбуждаться и потом отходить от этого возбуждения несколько лет. При этом вам не нужно становиться изменщиком, предателем или кем-то еще, кто вам противен. Нет, вы остаетесь сами собой. Просто вы снимаете у себя сверхважные ожидания от других людей или обстоятельств. Но если вы сейчас, находясь в подавленном или депрессивном состоянии, убираете у себя идеализацию, то у вас больше не будет оснований снова возбуждаться, если кто-то нарушил ее. И тогда ваш рептильный мозг может смело вернуть вам обычный для вас уровень энергетики, поскольку у него не будет опасений, что вы приложите возбужденную энергию по отношению к себе. Как убрать из себя идеализацию? Сначала нужно выяснить нарушение какой именно идеализации привело вас к сильному стрессу и вытекающему из него депрессивному состоянию. В методике «Разумный путь» выделено 23 идеализации, но вам нужно узнать ту, которая привела вас к депрессии. Затем нужно взять набор готовых позитивных утверждений, отменяющих эту идеализацию, и загрузить этот набор в себя.
Для загрузки можно использовать специальные аудионастрои или поработать с приемом эффективное самопрограммирование, что, к сожалению, требует немалых усилий, поэтому с ним редко работают люди, находящиеся в депрессии. Но перед загрузкой позитивных утверждений вам нужно будет убрать из себя тот эмоциональный блок, который возник у вас во время стресса. Это можно сделать с помощью техник прощения. Прощение можно проводить прямо путем прослушивания аудионастроя, убирающего нужную вам идеализацию, или с помощью техники эффективное прощение, что также требует немалых усилий. Все эти действия отражены в алгоритме отказа от последствий измен, предательства и других сильных переживаний. Алгоритм приведен на рабочей странице этого раздела сайта. И в заключение, если вы дослушали это видео до конца, то тема освобождения от негативных последствий сильного стресса актуальна для вас или близкого вам человека. Скорее всего, вы или этот человек находится в депрессивном состоянии, и у вас просто нет силы желания совершать какие-то усилия, но выйти из депрессии хочется. Это можно сделать с минимальными усилиями на этой рабочей странице. Если вы не узнаете, нарушение какой идеализации привело вас к депрессии, то послушайте описание идеализации из книги «Улыбнись, пока не поздно». Послушайте и сделайте выбор, какую идеализацию вам нужно убрать из себя. Затем возьмите аудионастрой, отменяющий нужную вам идеализацию, и просто слушайте его, занимаясь любыми делами, или спите и слушайте. Это все, что вам требуется, совсем немного. Но через некоторое время вы заметите изменения в себе. Ваши воспоминания перестанут быть такими острыми. Вы почувствуете, что жизнь начинает возвращаться в вас. Продолжайте слушать, и вы выйдете из депрессии. На это вам потребуется 2-3 месяца, а не 2-3 года, как обычно. Согласитесь, это хороший выход для вас. Пробуйте.